Так, сегодня 7 апреля. Хутор Красный под Анапой. Значит, вот посмотрите, вот это деревце, такое колючее, маленькое, это унаби. Такое невзрачное. По-другому еще называется зизифус. Но самое интересное, или китайский финик. Вот у китайцев оно входит в 5 самых эффективных лекарственных растений. Причем оно настолько полезное, что не перечислять его достоинства. Я знаю о том, что оно выводит радионуклеиды из организма, активизирует мозговую деятельность, повышает иммунитет, укрепляет зубы и кости, нормализует давление, поддерживает работу сердца. Причем очень интересно, организм может и активизировать, а может наоборот успокоить, в зависимости от концентрации настоя этого растения. То есть если увеличить концентрацию, то будет эффект возбуждения, да? А вот если наоборот сделать послабее, то человек успокоится. Вот пойдем дальше. А вот это зеленый лук. Вот зеленый лук у меня всю зиму. Представляете, как здорово. Выходишь, а у тебя тут зеленый лучок растет в январе месяце, да, в декабре, в феврале. Да красота такая вообще. А вот виноград, конечно, почки только-только набухают. Вот только начинают прорастать. Вот это грядки у меня. Значит, вот эту редиску я посадила еще в феврале месяце. Вот это шпинат. Все взошло. Значит, вот это у меня петрушка никак не всходит. И вот салат тоже, может быть, придется пересеивать даже. Посмотрим. Вот это гранат. Гранат, почки пока еще не проснулись. Такое ощущение, как будто он вообще не живой. Но на самом деле гранат просыпается самым последним. Когда все уже отцветет, распускается наш гранат. А вот это вот, смотрите, на гранате. Такой очень интересный сгусток. Это богомол оставил свои яйца. Поэтому удалять, конечно, я его не стала, потому что это полезное насекомое. И для сада это как раз то, что надо. Убивает всех вредных насекомых. Значит, вот это наш кипарис. Вот это маленькое деревце называется шарафуга. Шарафуга – это смесь персика, абрикоса и сливы. Посмотрим, что получится. Но пока очень даже интересно, неплохо. Так, а вот это мои розы. Смотрите, одни листья бордовые, а другие листья зеленые. Так интересно. А вот это у меня грядочка. Значит, вот здесь я в прошлом году высаживала лилии, много лилий. В этом году у меня взошло всего несколько. Поэтому я даже не знаю, то ли живы они, то ли нет. Может быть, их кто-то скушал. Говорят, что они очень вкусные, сладкие. А вот это инжир. Значит, инжир тоже пока еще почечки только-только начинают появляться, набухать. Но зато цветет у нас абрикос. Весь цветет. Красота какая, и пчелы летают, опыляют. Но говорят, что как только начинает цвести абрикос здесь, начинаются заморозки. И все цветы погибают. Поэтому абрикосы есть деревья, а самих абрикосов нет. Ну, посмотрим, вот как в этом году, что получится.
Самое интересное, что ночью было 0 градусов. Вот второй день уже 0 градусов. Хотя днем сейчас 15 градусов. Посмотрим, что у нас дальше. Вот это поздний персик. Видите, поздний персик. У него только-только набухают почки. Только набухают. Вот это груша. Очень интересные тоже почки у нее. Ни разу еще груш не было. Что за груша, непонятно. Вот это ранний абрикос. Смотрите. Уже начинает расцветать. Причем такая красота. Смотришь, любуешься. Красота живая. Думаешь, ну, создает же природа. Это же просто шедевр. А тут у нас ковер такой. Мелкая-мелкая травка вся цветет. Ну, просто необыкновенно. Здорово. Вот это непонятно, что за груша. Она с колючками. Ни разу груш не было. Неизвестно что. Мне кажется, что это дичка. Потому что уж такие колючки у нее жуткие. Так, это у нас черешня. Тоже начинает, скоро будет цвести. Набирает цвет. Так, а вот это орех, фундук. Вот смотрите, вот это дерево начинает распускаться, да? Вот рядом тоже фундук. Но это другой сорт. Поэтому тут листьев нету. Пока еще. Вот это такой же сорт, как то деревце, которое распускается одинаково. Вот это тоже другой сорт. Неизвестно. Какой, посмотрим. Говорят, что их надо сажать несколько штук, потому что они переопыляются между собой. Вот такой у нас сад. Сегодня Благовещение. Всем желаю счастья, радости, здоровья, самое главное.